Ядерные угрозы. Кремль переходит на язык боеголовок. НАТО готовит официальную реакцию. Досмотрите. Громкий теракт в центре города и несколько десятков пострадавших. Исполнитель задержан, но станет ли известен заказчик? Все детали расскажем. Одна из самых важных битв этого года началась. Стартует подготовка к выборам, которые могут повлиять на судьбу всей Европы и изменить ход войны. Риторика все жестче, а на чьей стороне вы? Трамп наносит удар, но ожидал ли он удара в ответ? Новая война только начинается. Об этих и других самых главных событиях вечера воскресенья 22 февраля. Спасибо, что вы с нами. Самое важное — найти главное в потоке событий. Меня зовут Алексей Бурлаков, в эфире «Нехта». Начинаем. Мало войны, теперь еще теракты. Взрывы в центре Львова, без сирен, без предупреждения. Ночью на улице Шпитальной возле торгового центра сработали два устройства именно в тот момент, когда на вызов прибыли патрульные. Однозначно це є терористичний акт. Маємо 15 людей, яким зараз надається медична допомога. З них частина в дуже важкому стані. Одна дівчина поліцейська загинула, співчуття рідним, близьким. Первый взрыв при приезде первого экипажа, второй, когда подъехали еще полицейские. Погибла 23-летняя сотрудница полиции, по меньшей мере 14 человек госпитализированы. Позже число пострадавших выросло до 24. Повреждены служебное авто и гражданская машина. И все это на фоне новых ударов по украинской энергетике и аварийных отключений по стране. Совпадение или часть более широкой дестабилизации? Россия переходит от обстрелов к дестабилизации на местах. Как думаете? Пишите в комментариях. Глава украинского МВД уже доложил президенту о задержании предполагаемой исполнительницы теракта. Ждем деталей вместе с вами. Ядерная угроза уже открытым текстом. Россия угрожает Эстонии оружием судного дня. Нет, конечно, они все отрицают, но так активно, что вызывает сомнения. Ядерные сомнения. Кремль заявил, если в Эстонии появится ядерное оружие союзников, Россия примет ответные меры. Эстония совсем рядом с нами. Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам. Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать. Россия всегда будет делать то, что должно для обеспечения собственной безопасности. Тем более в вопросах ядерного сдерживания. Поводом стало заявление главы МИД Эстонии о том, что Таллин при необходимости может разместить у себя ядерное оружие партнеров. На фоне разговоров в Европе о собственной системе ядерной обороны и снижении доверия к США напряжение растет. Вопрос один: начинается ли новая гонка на восточном фланге НАТО? Откровение спецпредставителя. Главный по связям с Кремлем решил и сенсацию подкинуть, и объяснить свое поведение. Говорит, надо было так. Встреча Зеленского и Путина уже на горизонте. Стив Уитков говорит, хорошие новости могут появиться в ближайшие недели. И не исключает, что к процессу подключится и Дональд Трамп, но при определенных условиях. Возможно, это будет трехсторонняя встреча с участием президента. Посмотрим. Он не хочет встречаться, если не уверен, что сможет довести дело до результата. У него есть уникальная способность это сделать. Надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости. Уитков объяснил, почему так любит ездить в Москву. Без личных контактов с Кремлем, говорит он, результата не будет. И подчеркнул, что ему нужно было понять Путина, его мотивы и цели. По словам спецпредставителя Трампа, именно эти встречи сейчас становятся ключевыми. Предложения, которые он и Джаред Кушнер вынесли на обсуждение, должны привести к прямому диалогу Киева и Москвы. Вопрос теперь один: станет ли это реальным прорывом или очередной попыткой договориться о невозможном? Ведь Кремль любит такие игры. Вместе с тем появился фактор, который такие переговоры может отодвинуть. Во всяком случае, усложнить процесс договоренностей, если не уничтожить все российско-американские отношения. Оккупанты нанесли удар по американскому бизнесу в Украине. Во время одного из обстрелов ракета попала в завод «Монделис» в Тростянце Сумской области. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. Это одно из первых крупных вложений США в украинскую экономику еще с 90-х годов. Снаряд ударил по производственному корпусу, к счастью, без жертв, но цель гражданская. Завод выпускает известные бренды и дает рабочие места. Сибига назвал произошедшее экономическим террором и напомнил, за это придется отвечать.
Когда российские ракеты поражают такие объекты, они нацелены не только на Украину, они нацелены на американские деловые интересы в Европе. Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, одновременно атакуя принадлежащие США производственные объекты. В ту же ночь под массированной атакой оказался и Киев, Одесса и ряд украинских городов. В жилых районах и пригородах столицы горели многоэтажки. Удар по Европе и не только. Свежее решение президента ставит под сомнение мировую стабильность. Упадет ли мир в экономическую пропасть? Ведь 10% – это уже мало. Дональд Трамп заявил, временная глобальная пошлина на импорт в США вырастет до 15%. Об этом он написал в Truth Social. Новые тарифы, по его словам, будут определены и опубликованы в ближайшие месяцы. Я, как президент Соединенных Штатов Америки, с немедленным вступлением в силу повышу 10% мировой тариф на страны, многие из которых десятилетиями обдирали США без всяких последствий, пока я не появился, до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%. Ранее Верховный суд признал недействительными пошлины, введенные по закону о чрезвычайных экономических полномочиях. Но уже через несколько часов Трамп подписал новый указ на другой правовой основе и сохранил 10% глобальную ставку. Ну а теперь шаг еще выше. В Европе реагируют с осторожным облегчением после решения суда, но предупреждают, торговая неопределенность никуда не делась. Еврокомиссия призывает к стабильности. Вопрос, начинается ли новая тарифная война? Теперь уже на 100% британские войска отправляются в Украину, но главное условие сохраняется, точнее, теперь их стало два. Первое – боевые действия до того момента должны прекратиться, и второе – министром обороны должен оставаться Джон Хилли. 2026 год, по его словам, должен стать годом окончания этой ужасной войны. Это была цитата. Я хочу быть министром обороны, который развернет британские войска в Украине, потому что это будет означать, что эта война наконец закончится. Это будет означать, что мы договорились о мире в Украине. А безопасной Европе нужна сильная, суверенная Украина. Лондон продвигает коалицию желающих многонациональные силы, которые будут гарантировать безопасность Киева. Уже выделено более 250 миллионов долларов на подготовку армии к возможной миссии. Деньги пойдут на модернизацию техники, связь и защиту от дронов. Британия также участвует в совместном производстве украинского перехватчика на искусственном интеллекте «Осьминог» против шахедов. Хилли вспоминает, во время его визита Россия запустила 90 дронов по Киеву, а ракета ударила по Львову в 15 минутах от него. Битва за Будапешт начинается. Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартует одна из самых жестких кампаний последних лет. Выборы в парламент пройдут 12 апреля. У кандидатов всего 2 недели, чтобы собрать минимум 500 подписей и попасть в бюллетень. Очевидно, что парламентские выборы также станут референдумом Фидес или ТИСа. Сегодня мы увидели, что в Венгрии только у ТИСа есть сила, организация и вера, чтобы свергнуть этот прогнивший режим. У нас есть программа, у нас есть потрясающие эксперты, у нас есть мощное сообщество в каждом округе, каждом регионе и теперь в каждом населенном пункте. Опросы дают разную картину. Близкие к власти социологи рисуют партии премьер-министра Фидес 46% против 40% у оппозиционной партии ТИСа. Независимые исследования показывают обратное. Оппозиция может опережать на 7-16 пунктов среди тех, кто точно придет голосовать. Часть оппозиционных партий уже снялись в пользу ТИСы, чтобы не дробить голоса. Но венгерская избирательная система может сыграть на руку Орбану. Даже при меньшем числе голосов Фидес способен получить больше мест, плюс голоса диаспоры за рубежом. Их интерес – смена правительства, и здесь их интересы совпадают с интересами немцев и Брюсселя, потому что венгерское правительство, не основанное на национальных интересах, не только впустит Украину в ЕС, но и откажется от права вето, с помощью которого мы сегодня можем защищать свои интересы. Вот о чем идет речь в тайном Мюнхенском пакте, заключенном партией ТИСа, Брюсселем и Киевом в Мюнхене. Интрига максимальное, напряжение максимальное, уже началась борьба компроматов, резкие заявления действующего пока премьера, в том числе, которые мы с вами обговаривали в предыдущих выпусках. Это попытки спасти положение перед голосованием и поменять цифры соцопросов в свою пользу.
Риск новой войны. Ракеты снова летят через границу. Это провокация или начало боевых действий против соседа? Пакистан заявил, что нанес авиаудары по лагерям боевиков на афганской территории. Исламабад обвиняет их в недавних терактах, в том числе во время Рамадана. По данным Пакистана, атакованы 7 лагерей Талибана Пакистана и ИГИЛ-Хорасан. Власти утверждают, что у них есть доказательства причастности к терактам группировок, действующих с территории Афганистана. Кабул это отрицает и называет удары нарушением суверенитета и международного права. Афганская сторона заявляет о десятках погибших, среди них женщины и дети. Напряжение растет. Всего через несколько дней после освобождения 3 пакистанских военных и попытки снизить градус конфликта. На кону безопасность границы длиной в 2600 километров, которую уже не раз закрывали из-за столкновений. Ваша любимая книга может быть под запретом, а произнесение этого имени может быть уголовно наказуемым в России. На самом деле не все так страшно, во всяком случае пока, но первый шаг уже сделан. Легендарного писателя запретили в РФ. Из российских магазинов убирают Мураками. Один из самых известных романов «Кафка на пляже» снимают с продажи по всей стране. Издательство «Эксмо» официально подтвердило, продажи приостановлены. Книга отправлена на экспертизу. Повод – претензии прокуратуры в Симферополе. Формулировка «снижение юридических рисков». За этот роман писатель получил Всемирную премию фэнтези, а The New York Times внесли книгу в список лучших романов 2005 года. Это не первый случай. Ранее в России уже запретили «Норвежский лес» и «Мой любимый спутник» как якобы пропаганду нетрадиционных отношений. Под изъятие попадали Кинг, Урсула Ле Гуин, Боккаччо и даже Достоевский. Только к 2022 году тиражи Мураками в России достигали 4,6 миллиона экземпляров. Теперь его книги исчезают с полок. Вопрос уже не в жанре, а в том, что еще могут признать риском. А в прошлом выпуске мы говорили с вами о мощнейшем ударе по флоту и авиации. Русские военные корабли отправляются по известному адресу. В столице снова вспыхнули протесты против режима, и напряжение там растет. Украине выдвигают ультиматум и требуют невозможного, а друзья Путина давят сразу с 2 сторон. На этом фоне Кремль, похоже, окончательно теряет осторожность и начинает открытую игру против Вашингтона. В Москве тем временем ФСБ делает шокирующее заявление и продвигает новый аргумент, чтобы отвадить россиян от интернета. Параллельно проклятие шамана. И многое другое. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся уже утром.